В этом выпуске компания Альфард строит новый монстр-проект, Анжела Миссис Пель поделилась своим проектом на сезон 2020, и что это вообще такое? Всем привет, друзья! Ну что, все праздники, которые только могли пройти, давным-давно закончились. Это значит что? Что мы наконец вышли из защиты и теперь возвращаемся к работе, чтобы подогреть вас новенькими событиями в сфере автозвука. Мы тебя не можем! Спасибо, спасибо. Это Сашин вискарь просто закончился. Просто вот он стоял и все, потому что вот просто и все. Ничего, там скоро Мишеем новые запасы привезет. На старте нового десятилетия, уверен, нас будет ожидать еще больше нового трэша, море новинок и злые проекты. Кстати, вот на проектах давайте остановимся поподробней. В конце прошлого года Альфард Групп, а точнее Витя с Тёмой, представили новый будущий проект, который уж больно похож на тот, который сейчас строит Дед Витос. Совпадение? Не думаю. А напишите-ка в комментариях, на кого ставите. Кто, по вашему мнению, построится быстрее? Дед или Тим Альфард? И кто из них больше покажет рез? Настоящий хардкорный американский инкассаторский броневик, который, если сравнить с Хаммером, больше его в 1,5-2 раза. Я немного так офигел, можно сказать, потому что машина реально очень огромная. Планируется зарядить по максимуму низкоиграющим звеном. Ну а что, места для этого более чем достаточно. Это все пространство будет занято с буферами. Автомобиль мега удачный по своему кузову, потому что здесь вот такая огромная часть за спинками сиденья. Витя, ты же сам сказал, что на нем хочется не валить, а на нем ехать и ранить людей. Тем более знаю, что этот броник, но до того, как оказаться в Тим Альфарде, на съемках в фильме нехило так крушил девятки. Поэтому, если увидите Тему или Витю на соревновательных площадках, я б лучше текал от них. Не, ну мало ли чё. Огромный вес будущего оформления и сабвуферного звена, какого именно пока держат в секрете, броневик вытянет запросто, ведь он имеет движок в 7,2 литра. Это папа Хаммера. Папа или дедушка даже. Вроде в нем все круто, кроме... Все, в принципе, норм, кроме того, что у тебя... Кроме того, что у тебя механика. Как скоро увидим проект в действии, ну, говорить сложно, потому что работы по восстановлению проекта предстоит очень много. Тачка редкая и поиск необходимых запчастей может растянуться на неопределенный срок. Поэтому будем следить за дальнейшей судьбой проекта, а кто хочет помочь ускорить этот момент, пишите Тёме в личку. Ребят, может, занимался ремонтом Фордов, подскажите нам, потому что нужна будет куча запчастей на него, там тормозная система. Но на этом проекты на новый сезон не заканчиваются. В начале этого года, нежданчиком для всех, Анжела Миссис Пель выпустила видос с названием «Новый проект на сезон 2020», где, соответственно, и представила новый проект. Им оказался ИЖ-2717, и как она его мягко прозвала, Пирожок. Оу май! уже был запущен в тестовом режиме. Либо как только вот вы купили САП, охота поставить и включить. В качестве сабового звена Анжела и ее команда остановились на оформлении БП-4, в котором разместились 4 12-х саба Edge серии Street. Так, здесь у нас сабики. Ага, не видно. А вот состав фронта пока находится в секрете. Не, ну мы же прошаренные и знаем, что в первую очередь истории выкладываются куда? В инсту, конечно. Вуаля! Как видите на фотке, система будет полностью монобрендовая. И если приглядеться, видно даже из каких динамиков будет состоять фронт. На данный момент салон полностью разобран, вырезана задняя часть кузова под порт короба, и уже успели даже немного пофлексить. Кого? Пирожок. Что происходит? Это Мишеем, походу, снова со своими 8 шалит.
Да просто я немножечко шалю. Ну где ты, где ты? Ну вылезай, шалун. Помните, как-то в прошлом выпуске я рассказывал про семерку? Ну, та, у которой оформление строится напрочь полностью из металла. Нет, с ней все нормально, даже проведен тестовый запуск и показаны первые результаты. Так вот, в этом сезоне он будет не единственным проектом, построенный полностью из металла. Еще одним таким безумцем стал Женя Мещанов из Белореченска и его гольф второй версии. Путь Жени как спортсмена начался не так давно, 2018 года. Просто с повседневным инсталлом на 2 двинахи от компании Edge. Но, как всегда, автозвук оказался заразней, и тут уж... Куда деваться? Пошли эксперименты, одна двинаха, плюс еще одна. Как итог, имеем 4 саба в багажнике, которых раскачивает мост Atari 2000.1. Цель системы была выжать всего-то 150 дБ. Ага, сказал бы я так лет 5 назад. Такой рез достался с легкостью, и даже получилось занять 3-е место в формате RBR. В сезоне 2019 было решено заехать с полностью обновленной и доработанной системой. А именно, с 2 пятнахами Pride UFO 315, которых раскачивали на тот момент 2 6000 Стетсома. Задача показать 155+, была полностью реализована. Взяты кубки, но по причине серьезной поломки автомобиля сезон пришлось закрыть досрочно. Тачка на продажу, все железо тоже, ну и все. Можно сказать, с автозвуком ребята завязали. Повелись? Ну, думаю, нет. Я еще ни одного такого человека не знаю, который вот так вот взял просто так и бросил с автозвуком. На этот раз мысль построить что-то лютое ребят не отпускала. Были варианты построить чисто фронт, сделать акцент на тыл, построить бразильскую стену. Короче, самое безумное, что пришло пацанам в голову, это сконструировать стену полностью из металла. Найдя подходящую тачку, как вы слышали ранее, им стал Гольф 2 86-го года выпуска, был не то чтобы совсем в хлам, но в довольно печальном состоянии. Как итог, полный кузовной ремонт со всеми вытекающими последствиями и замена движка. После восстановления автомобиля в технической части пошло самое интересное, а именно планировка будущего проекта. Конечно, хотелось что-то необычное, и мысль о том, почему все строят оформление именно из фанеры, никак не отпускала. Не, ну вы к Мише бы обратились. Он вам с мистер Сэмом любой трэш организует, да хоть короб из пенопласта. Это ж тема следующего выпуска. В один теплый летний денек, под пивком, со своим кентом и параллельно сварщиком Саней Сапроновым было решено варить оформление. Мне вот почему-то кажется, что здесь нифига не желание построить что-то необычное сподвигло ребят построить стену. А пивасик. Блин, что-то про пиво заговорили, мне аж самому захотелось. А дай-ка мне пивасика. Тебе какого пивасика нужно? Невъебенного, братан. Ай, на, возьми, красавчик. Вы все равно наши обзоры под пивом смотрите, так что за вас. А еще пара красивых слов. Невъебенное пиво. Спасибо. Да на здоровье. Ну а теперь поехали дальше. Так как железо с предыдущего проекта оставалось, то и конфиг планировался оставить прежний, полустена на 2 пятнахах в своих объемах. Угу, до того момента, пока это не увидела жена. Она решила взять пацанов на слабо, а именно построить полноценную стену на 4 пятнахах в своих объемах, которых будут раскачивать 4 6-киловаттных Стетсома. На данный момент оформление готово на 80%, первый запуск планируется уже вот-вот в этом месяце. А вот состав фронта пока под вопросом. Вроде как ребята планируют поставить 8 двадцаток и 8 16-х середин. А вот ожидаем выход проекта уже в этом сезоне. Потому что проект готов на 80%. Ну не на 80, а на 70, я вас блять, я запутался просто. Проекты от подписчика. Проекты от подписчика. Я вот заметил, многие считают, что рубрика «Проекты от подписчика» создана вот исключительно чисто повседневным проектом, где мы рассказываем про простых пацанов, которые своими силами добиваются каких-либо результатов. Отчасти это так, но не совсем. Также в эту рубрику попадают и серьезные проекты, которые уже удачно выступают и не попали в основную часть выпуска только по той причине, что они уже собраны и никакие грандиозные переделки пока не планируются.
Сегодня как раз такой случай. На этот раз мы хотим представить очень громкий броневик от студии Master Audio. Инкассаторский броневик, построенный на базе Jeep Cherokee, был приобретен студией в конце 2018 года. И уже весной следующего года ребята начали плотную постройку громкого проекта. Изначально автомобиль планировался как военный бронемобиль особого звукового назначения. Исходя из концепции, много внимания уделялось не только акустическому оформлению, но и внешнему дизайну авто. Множество деталей кузова и салона были переделаны или сделаны с нуля, как раз таки для создания определенного антуража. Основная задача броневика заключалась не просто показать высокие цифры на датчике, но и создать полноценный демокар, способный как и валить музыку долгое время, так и соревноваться в самых тяжелых классах. Поэтому оформление BP4 подходил как нельзя лучше для реализации этих целей. После основных работ по инсталляции аудиосистемы команда занялась внешним видом броневика. Хоть тачка бронированная и так в стоке выглядит грозно, но вот оформить ее в военном стиле, ну это вот прям вообще в самую точку. На первые соревнования машина выехала без фронта и на замере показала цифры 163,7 на 2 закрытые. Нихуя себе! Не, ну а что вы хотели от бронированной тачки, в которых варят 4 Prado S515? Дальше от этапа к этапу, совершенствуя оформление, удавалось все больше и больше увеличивать трез. Закончен сезон на отметке 165.34 дБ. Тем самым команда стала первыми, кто преодолели планку в 165+, в их небольшой республике. С поставленной задачей команда справилась на ура. Ведь проект валит и показывает нихуевый ветродуй. В настоящем времени проект находится на стадии перестроения, и в грядущем сезоне планируется отказаться от 12-киловаттных моноблоков и перейти полностью на монобренд Pride. Мы русские, не обманываем друг друга. О новинках. Компания Альфард не перестает нас удивлять и уже в начале этого года решила завалить нас целыми сериями новинок от подбренда Dave Bonds. На этот раз встречаем обновленную версию культовых среднечастотников Сильвестр и Арнольд, абсолютно новые сабвуферы, мощные и компактные усилители и многое другое. Фух, ну давайте по порядку. И первой новинкой, которую презентовала компания, стали обновленные серии громких середин Сильвестр и Арнольд. По заявлению производителя, они стали доступней на 30%, и при этом технические характеристики по сравнению с предшественниками стали куда лучше. Динамики громче, динамики приятнее играют, выше забираются и больше терпят мощность. Новинка от прошлой серии отличается полностью. Ну, по сути, это другой динамик. Здесь другая подвижка, другой мотор, обновленная корзина, а также новые терминалы. Не, ну конечно, найдутся те, кому по душе более прижимные терминалы. И, кстати, я в том числе. Но нельзя поставить подпружиненные терминалы, это будет очень неудобно, и ты никаким образом не нажмешь данный терминал. А магнитка здесь действительно огромная. Только посмотрите на мотор Арнольда. Сразу посмотрите на моторяку, он просто огромный. Впервые, что Сильвестр, что Арнольд получил новый типоразмер в 20 сантиметров, а также еще больше магнит по сравнению с версией на 16 сантиметров. Кто-кто, а вот 8-дюймовый Арнольд меня действительно впечатлил. Этот монстр получил обновленную 2-дюймовую катушку, из-за которой этот динамик теперь способен переваривать мощность в 300 Вт и при этом спокойно играть от 100 Гц. Идеальнейший вариант для двухкомпонентной системы. Я вот уверен, больше всех где-то сейчас радуется один Миша М. Я люблю эти динамики. В Ангую у всех закрался вопрос, почему динамики по всем параметрам стали громче, мощнее и выносливее, и при этом цена стала доступней. Нет, все оказалось куда проще. Просто компания Альфард открыла свою линию производства. Дело в том, что сейчас мы открыли свою собственную линию производства. Кстати, чуть не забыл, помимо ферритовой версии, не так давно на рынок вышла и неодимовая версия динамиков Арнольд. Она играет гораздо громче и шире ферритовой версии. Имеет литую корзину, которая бонусом выполняет роль радиатора. Также установлены иные прижимные терминалы. И это еще не все. Я охуел, когда узнал, что версия неодимовых динамиков не одна, их две. Отличаются не только катушками, 1 дюйм и 1,75, где 1,75 еще громче и переваривает еще больше мощности. Впрочем, можете сами послушать. Но я не удержался. Ловите оригинал тестов. Словно мы не знакомы с тобой. Чем ближе к утру, тем
Следующие новинки, которые представила компания Alphard, стали обновленные сабвуферы DevBones. Новинки сабов представлены в трех версиях. Самая доступная, 25 серия, имеет мощность в 1 кВт, 27 переваривает 1,75 кВт, а вот самая топовая, 300 серия, выдержит вплоть до 2 кВт. Если сравнивать новинки со своими прошлыми моделями, то на первый взгляд сразу бросается корзина. Помимо того, что теперь это алюминий против прошлого штампа, плюс улучшилось и охлаждение самого мотора за счет особой формы корзины. Изменения коснулись и подвеса, ширина его осталась прежней, а вот высота, видно даже невооруженным глазом, выросла значительно. Более лучший линейный ход, который очень важен на предельных перемещениях диффузора. Заменена и катушка. Теперь во все три версии устанавливаются катушки японского производства против прошлых американских. Как заявляет производитель, с такими катушками сабвуфер может выдержать запредельно высокие температуры. Если не верите, посмотрите тесты R2V. 1,5 кило. Кто там писал комменты, ой, не то, ой, не сё. Все охеренно. Ну и последняя новинка, о которой мы просто не могли рассказать, это обновленные усилители Apocalypsis AAB 15900. Этот малыш, как и все усилители серии AAB, имеет бразильскую схемотехнику. А это значит, что при малом размере и низкой стоимости он может выдать запредельную мощность, при этом воспроизводить широкий диапазон частот. В нашем случае это целых 16 кВт при сопротивлении в 1 Ом. Ага, а еще и током ебашат. Не советую прикасаться к терминалам усилителя, когда он включен. Это неприятно. На борту усилителя расположились терминалы по 2 плюса и 2 минуса под проводку с сечением 0 гейдж. Также помимо всеми нам привычного корпусного охлаждения, он имеет дополнительно и активное. Ну и пожалуй самая главная новость, наконец-то Alphard нас услышал, теперь эта серия будет оснащена выносным регулятором. Это далеко не все новинки, которые представил Alphard в новом году, и если хотите узнать, какие появились еще, то смело переходите в их группу ВК. Ну а если хотите приобрести железо Alphard и не только их, то вы знаете, где это делать. Но на этом ролик подошел к концу. Очень надеюсь, он вам понравился. Не забывайте делиться им с друзьями. И, кстати, чуть не забыл, если ты хочешь, чтобы мы рассказали о твоем проекте в рубрике «Проекты от подписчика», то не стесняйся и пиши мне в личную страницу ВК. И большая просьба, имейте терпение, я один, а проектов очень много. Иной раз пошла такая пляска, то и подписывайтесь на мой инстаграм. А на этом уже точно все. Всем пока. Живите громко. А это значит что? Что мы наконец возвращаемся к работе, чтобы подогреть вас. Проект от подписчика. У них 100 ватт номиналом, а теперь еще и корзина ебучая. 8 шишнашек, блядь, сука. 8 шишнашек. 6 нашек. Да ебаная, только по той причине, что они уже... Все, блядь, мои полномочия, все, блядь.